Великобритании заговорили о ликвидации Путина. Кто может пойти против Кремля? Резонансное заявление из Лондона о преемнике и возможном следующем президенте России. Все объекты вычислены. Американцы назвали цели томагавков. Если их передадут ВСУ, куда собираются бить? Опубликована карта. Путин срочно созвал руководство Минобороны, Генштаба, а также оперативное совещание Совета безопасности России. Отдан приказ. Москву и Киев призвали сложить оружие и пойти на 20-дневное перемирие. Для чего? Рейд с кулаками. В Украине огласили первый приговор представителю ТЦК, который во время мобилизации побил харьковского учителя. Каков срок? Евреи в Германии снова становятся мишенью ненависти. Проблема признана правительством. Детали. Законы не писаны. Основатель Telegram Дуров стал нарушителем в Казахстане. Кто заплатит за его выходку ради красивых кадров в соцсетях? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Точка в громком деле. В Украине суд решил судьбу представителя ТЦК, который во время мобилизационного рейда бил харьковского учителя, который в свою очередь имел бронь от мобилизации. Бывший сотрудник ТЦК Сергей Воловик признан виновным, внимание, в хулиганстве за избиение преподавателя и получил 3 года ограничения свободы. Суд также постановил выплатить потерпевшему 150 тысяч гривен. Это примерно $3500 морального ущерба. Прокуратура просила более строгого наказания, но суд учел инвалидность и статус военного. Это первый случай в Украине, когда сотрудник ТЦК получил реальный приговор за превышение полномочий. Однако сейчас он имеет право обжаловать решение в течение 30 дней. Комментировать решение суда представитель ТЦК не стал, а выбил из рук журналиста телефон, сообщает украинская медиа «Суспильне». Евреи в Германии снова становятся мишенью ненависти. В стране отмечается рост антисемитских акций. Организация РИАС пишет, что причина – израильский вопрос. Издание «Шпигель» при этом рассказывает о недавнем громком инциденте, который уже квалифицировали как политически мотивированное нападение. В тихом немецком городке под Падерборном неизвестные разбили окно дома еврейской семьи мемориальным камнем, на котором выбиты имена убитых нацистами евреев. Проблему на национальном уровне уже признал канцлер Мерц, когда накануне вспоминал события 7 октября 2023 года в Израиле. Сегодня мы также с тревогой смотрим на собственную страну. 7 октября 2023 года мы наблюдаем в Германии новую волну антисемитизма. Она проявляется как в старых, так и в новых формах. В социальных сетях, в университетах, на наших улицах. Все громче, все бесстыднее и все чаще также в форме насилия. Несколько недель назад, на церемонии повторного открытия синагоги на улице Райхенбах в Мюнхене, я сказал это и хочу повторить здесь. Это позорит меня, как федерального канцлера, как немца, как представителя послевоенного поколения, выросшего с обещанием «никогда больше». В то же время немцев беспокоят немного другие проблемы, в частности политика Мерца, и сейчас он не популярен как никогда прежде. Об этом пишет издание Welt. 71% немцев недовольны канцлером, довольных всего 26%. Это худший показатель с начала опросов. Даже среди сторонников ХДС-ХСС его поддерживают лишь 63%, а избиратели других партий отвергают почти единогласно. Тем временем ультраправая партия «Альтернатива для Германии» обгоняет блок ХДС-ХСС. Лукашенко спасает старшего брата от дефицита бензина. За последний месяц экспорт бензина из Беларуси в Россию железнодорожным транспортом вырос в 4 раза по сравнению с августом этого года. Об этом пишет Рейтер. Авторы материала уточняют, что таким образом РФ пытается перекрыть острую нехватку топлива в стране, которая возникла из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России. Напомню, во многих регионах РФ введены лимиты на продажу бензина. В одни руки отпускается от 10 до 30 литров горючего. По словам источников, поставки бензина железнодорожным транспортом с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на внутренний рынок России в прошлом месяце достигли 49 тысяч тонн, или 14,5 тысяч баррелей в день. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн.
Шансы устранить Путина крайне низкие, учитывая невероятную строгость его охраны. Такое заявление прозвучало в эфире британского телеканала Sky News. В Лондоне заговорили о ликвидации Путина. Накануне, в день его рождения, военный аналитик, профессор, а также специальный советник нескольких парламентских комитетов страны, в том числе и Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности парламента, Майкл Кларк, в эфире телеканала заявил, что нанести удар может лишь кто-то из ближайшего окружения. В то же время Кларк ответил и на то, кто бы мог стать потенциальным преемником Путина. И по мнению британца, это не Медведев и не премьер Мишустин, но кандидаты есть, считает Кларк. Давайте послушаем. Среди тех, на кого обращают внимание, Патрушев. Николай Патрушев – своего рода интеллектуальный наставник Путина, с еще более радикальными взглядами. Он того же возраста, бывший сотрудник ФСБ, так что, возможно, он был бы неприятным преемником на короткий срок. Но у Патрушева есть сын Дмитрий, министр сельского хозяйства, который похож на отца, но из младшего поколения, так что это возможный вариант. Затем Собянин, мэр Москвы, у которого есть значительная поддержка, считается влиятельным среди олигархов. И Кириенко, Сергей Кириенко, замглавы администрации президента. Он очень близок к тем, кто принимает решения для президента, так что он тоже влиятелен. Но я бы поставил на Алексея Дюмина, губернатора Тульской области. Он был в охране Путина, ему доверяют, ему около 52 лет. А вот французская пресса в день рождения Путина посвятила свои материалы его бессмертию. Издание Le Monde вспоминает разговор Путина и Си Цзиньпина в Пекине 3 сентября, который случайно был записан журналистами и касался перспектив увеличения продолжительности жизни благодаря современным медицинским технологиям. Путин тогда подтвердил, что обсуждал с Си возможность продления жизни до 150 лет благодаря развитию медицины. Издание также пишет, что за время правления Путина число научных проектов, финансируемых государством в области исследований старения, выросло в 6 раз. Полностью погруженный в руководство своей специальной операцией в Украине, Владимир Путин не боится переутомления. И это несмотря на его возраст, который довольно значителен по российским меркам. Дожить до 73 лет для мужчины в России редкость, учитывая, что средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, согласно данным Росстата за 2024 год. Его пребывание во главе страны, похоже, рассчитано на долгий срок. Друзья, традиционно задам вопрос, насколько важна или же не важна сменяемость власти. Вы все живете в разных странах и в каждой свои порядки, поэтому интересно ваше мнение, учитывая и ваш жизненный опыт. Кроме того, как относитесь к заявлениям британского профессора Кларка и его прогнозам по поводу преемника Путина? Почему, как считаете, он не упоминает никого из оппозиционных сил, хотя бы из тех, кто находится за пределами России? И также вопрос касательно продолжительности жизни. Хотели бы вы жить до 150? А я продолжаю. Томагавками по России Украина не сможет ударить так быстро, как хотела бы. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев. Он уверяет, что последние заявления Трампа о том, что он почти принял решение, поставлять Украине ракеты или не поставлять, это прежде всего политический рычаг. Таким образом, этапы четко определены. Могу передумать и не поставлять. Могу поставить, но не разрешить использовать. Могу разрешить использовать только по конкретным целям и так далее. На каждом из этих этапов Путину предоставляется возможность отступить и пойти на переговоры. Поэтому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными. В то же время аналитики Американского института изучения войны уже просчитали, куда могут долететь томагавки и что находится в зоне поражения. Речь о практически 2000 военных объектов. По оценке Института изучения войны, в зоне поражения ракеты «Томагавк» с дальностью 2500 километров находится как минимум 1945 российских военных объектов, а в зоне действия варианта с дальностью 1600 километров не менее 1655 объектов. Украина, вероятно, сможет значительно ослабить боеспособность России на линии фронта, атакуя уязвимую часть тыловой инфраструктуры, обеспечивающие и поддерживающие ее передовые позиции. Если США передадут томагавки Киеву, это станет серьезным витком эскалации. Об этом накануне заявили в Кремле. Путин же на прошлой неделе говорил, что поставка ракет разрушит отношения между США и Россией. В то же время поздним вечером 7 октября провел 2 срочных совещания. Он созвал руководство Министерства обороны и Генерального штаба, а после провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Второе заседание, как официально заявлялось, было посвящено обеспечению безопасности объектов информационной инфраструктуры. При этом с военными Путин обсудил ситуацию на фронте. Герасимов заявляет, Украина перебросила войска на Покровское направление, где идут ожесточенные бои.
Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения из других участков, в том числе и из состава стратегических резервов. Сам же Путин после всех докладов отдал приказ. Уважаемые товарищи, наша общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Напомню, в ВСУ при этом заявляют, что сейчас проводят успешную контратаку на Добропольском направлении в Донецкой области и постепенно вытесняют силы ВС РФ с нескольких участков фронта. Также главком ВСУ Сырский заявлял о стабилизации ситуации в районе населенного пункта Ямполь и о том, что там украинские военные проводят ударно-поисковые операции по выявлению и уничтожению ДРГ России. А начальник Генштаба России Герасимов при этом уверяет, что Россия контролирует уже большую часть Ямполя и продолжает взятие его под свой контроль. Москву и Киев призывают сложить оружие. Оно должно утихнуть хотя бы на некоторое время. В частности, перемирие должно длиться столько, сколько длятся зимние Олимпийские игры. С призывом к миру остановить временно все военные конфликты обратился глава МИД Италии Таяни. Министр заявил, что Италия будет стучаться во все двери, чтобы добиваться всемирного прекращения боевых действий во время Белой Олимпиады. Напомню, игры пройдут с 6 по 26 февраля в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо. Рим и Италия все больше превращаются в перекресток мировых путей, развития и прогресса. В преддверии Олимпийских игр в Милане и Кортина д'Ампеццо мы выдвигаем в Организации Объединенных Наций инициативу о введении олимпийского перемирия для всех вооруженных конфликтов, включая Украину и Ближний Восток. Олимпийское перемирие. Друзья, необходимо оно или нет? Все за и против. Прокомментируйте, пожалуйста, этот призыв Таяни. Кроме того, как всегда, поддержите меня всего 2 нажатиями, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не теряться. А я продолжаю. Макрону уже в открытую указывают на дверь. Выбить из-под него кресло президента хотят с помощью импичмента. Эту процедуру запустила крайняя левая партия «Непокорившаяся Франция». По словам ее лидера Матильды Пано, уже сегодня Бюро Национальной Ассамблеи, руководящий орган Нижней Палаты парламента Франции, рассмотрит предложение об отстранении Макрона, которое подписали 104 депутата. Напоминаю, что год назад, когда инициативу подписали всего 72 депутата, это уже было доказательством того, что проблема заключается в Эммануэле Макроне. Именно тогда, когда нас было лишь 72, Марин Ле Пен помешала вынести эту инициативу на обсуждение и голосование в Национальном собрании. Покой над президентским дворцом нарушен. Финляндия заявляет, над главным местом работы Александра Стуба появились дроны, причем китайские. Тем самым они нарушили главное правило Хельсинки – вторглись в бесполетную зону над стратегическим объектом. Об этом сообщает финское агентство STT со ссылкой на очевидца происшествия. В то же время дроны, которые летали над президентским дворцом, очевидно, никак не связаны с теми событиями в Европе, которые сейчас продолжают активно обсуждать. В финской полиции заявляют, дроны запустили 2 туристов из Гонконга. Однако дело по данному правонарушению уже закрыто, так как было подтверждено, что дрон больше не летает в зоне ограниченного доступа. Полиция напоминает, в Хельсинки действует запрет на полеты дронов над центральными админкварталами, в частности над резиденциями президента и премьер-министра. Коскинин сообщает, что в полицию Хельсинки каждую неделю поступают сообщения о дронах, и часто дроны запускают туристы. По словам Коскинина, по общему ощущению, случаев наблюдения дронов в последнее время не стало больше, однако свежих статистических данных нет. Путин улетел из страны. Конечная цель – Таджикистан. СМИ Центральной Азии пишут, что изначально пройдут переговоры президента Таджикистана Рахмона с Путиным. К подписанию подготовлены совместное заявление глав государств, а также солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. А уже 9 октября в Душанбе откроется 2-й саммит Центральная Азия-Россия. Главная тема форума – борьба с терроризмом и обеспечение региональной безопасности. Об этом сообщает МИД Таджикистана. На саммит прилетят Алиев, Пашинян, Лукашенко, Бердымухамедов, Жапаров. Заявляется, что представители всех этих стран собираются принять совместные документы, в том числе программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
Основатель Telegram Дуров нарушил закон в Казахстане, поплавав в ледяном озере. Миллиардер опубликовал в своем аккаунте коротенькое видео, как он выходит из кристально чистого горного озера Кальсай, которое считается жемчужиной Казахстана. «Отлично поплавал», подписал видео Дуров. Плавание в Кальсайских озерах строго запрещено, поскольку водоемы – это часть национального парка, заявили в нацпарке и уже начали служебное расследование по заплыву Дурова. Однако штраф почти $75 отцу Телеграма выставлять не будут, ведь проверяющие не застали Дурова непосредственно во время нарушения, заявили в администрации нацпарка. Напомню, что в Казахстане Дуров не только плавает, на днях он объявил об открытии в Астане лаборатории искусственного интеллекта. Друзья, на этом все. Спасибо большое вам за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте, пожалуйста, лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи уже завтра.